Новый кроссовер KGM Ection, представленный на брюссельском автосалоне 2025 года, отмечает важный шаг для южнокорейского производителя, недавно испытавшего трудности и получившего нового владельца. Бывший SsangYong теперь известен под брендом KGM и готовится покорять европейский рынок с новой моделью Ection. Этот кроссовер является обновленной и усовершенствованной версией модели Taurus, которая уже получила популярность в родном регионе. KGM Ection обещает стать серьезным конкурентом на европейском рынке, в частности, таким моделям, как Opel Grandland и Skoda Kodiaq. Своим стильным дизайном, просторным салоном и характеристиками этот автомобиль стремится занять свою нишу среди больших семейных кроссоверов, сочетающих роскошь с практичностью. С таким амбициозным дебютом на европейском рынке кроссовера Ection уже привлекает внимание автоэкспертов и потенциальных покупателей, которые ищут надежный и современный автомобиль для путешествий и активного отдыха. Новый южнокорейский кроссовер построен на той же платформе, что и меньшая модель Taurus, которая продается в Европе, сочетает в себе элементы дизайна как бензиновой, так и электрической версии Taurus, создавая свой уникальный внешний вид. Передняя часть с радиаторной решеткой, разделенной на два сегмента с маленькими светодиодными фарами, напоминает Taurus, но с современными акцентами. Дневные ходовые огни теперь интегрированы в плавные изогнутые линии, соединяющиеся с яркой панелью, придающей автомобилю футуристический и широкий вид. Задняя часть Ection претерпела значительные изменения. Вертикальные стоп-сигналы уступили место тонким горизонтальным блокам, что придает автомобилю более изящный и менее грубый внешний вид. Колесные арки и массивная задняя стойка придают модели солидности и уверенности в пути. Ection продолжает традиции Taurus, но в обновленной и более элегантной форме, сочетая элементы дизайна, которые делают его современным и привлекательным. Что касается размеров, то новый Ection имеет 4740 мм в длину и 1920 в ширину, то есть он на 40 мм длиннее и на 30 шире младшего Taurus. Колесная база осталась такой же 2680 мм. А вот высота наоборот, меньше 40 мм и составляет 1680 мм. Минимальный дорожный просвет 206 мм. Снаряженная масса от 1540 до 1660 кг в зависимости от версии. Объем топливного бака 50 литров. В список стандартного оснащения входят оригинальные 20-дюймовые диски колес с шумоподавляющими шинами Michelin, снижающими дорожный шум и резонанс шин на 50%. Корейский автопроизводитель отмечает, что жесткость, целостность и безопасность кузова усилены за счет использования в 78% конструкции высокопрочной стали и метода горячей штамповки. Как и на родном рынке, в Европе новый кроссовер будет предлагаться турбированным 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем GDI, выдающим 163 лошадиных сил и 280 ньютон-метра крутящего момента. Двигатель работает исключительно в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, передавая мощность на передние или все 4 колеса, с муфтой на задней оси. Заявленный расход топлива в полноприводной версии составляет 7,8 литров на 100 км на шоссе и 11,5 в городе. А в моноприводном варианте 7,2 литра на 100 км по трассе и чуть меньше 11 литров в городе. Максимальная скорость составляет 191 км в час. Доступны режимы движения «Комфорт», «Спорт» и «Зима», позволяющие выбрать режим вождения, наиболее подходящий для условий управления и ваших потребностей. В салоне кроссовер предлагает эргономичный интерьер, который в значительной степени похож на интерьер его младшего брата – Taurus. В салоне присутствует сдвоенный экран, являющийся сейчас модным решением, и парящий центральный тоннель. Дисплей приборной панели и медиасистемы имеют диагональ по 12,3 дюйма каждый.
Особого внимания заслуживает новый двухспицевой руль шестиугольной формы и дополненный большим количеством кнопок и обтянутой кожей, который подчеркивает спортивный характер автомобиля и обеспечивает удобный обхват. Также обращает на себя внимание двухуровневая центральная консоль с миниатюрным джойстиком переключения передач. В отделке салона использованы качественные материалы в сочетании с отделкой из дерева или углеродного волокна, что создает ощущение премиальности и комфорта. Доступна комбинированная обивка сидений из кожи и замши с ромбовидной просрочкой бежевого цвета, а также спортивный салон в черно-красных тонах. Можно также настроить окружающее освещение и выбрать один из 32 оттенков. Ну и, конечно, в зависимости от комплектации предлагаются такие удобства, как обогрев и вентиляция сидений и обогрев руля. Большие параметры обеспечивают просторный салон на 5 мест и значительный объем багажного отделения от 668 до 1568 литров при сложенных сиденьях. Отличный выбор для семейных поездок и активного отдыха. Причем предложенный объем багажника почти на 120 литров больше, чем у нового Opel Grandland, и почти на 50 литров больше, чем у Hyundai Tucson. В список оборудования также входит беспроводная зарядка смартфона, 8 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и двухзонный климат-контроль. У версии дороже электропривод багажной двери, камеры кругового обзора и дополнительный комплекс электронных помощников. Кстати, относительно систем помощи водителю, кроссовер Ection предлагает усовершенствованную систему помощи водителю ADAS на уровне 2+, которая включает систему предупреждения о движении сзади, интеллектуальную систему контроля скорости, систему предупреждения о слепых зонах, предупреждение о выходе из полосы движения, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение, а также интеллектуальную систему дальнего света. Ожидается, что поставки в Европу начнутся в следующем феврале текущего года. Цены для Европы еще не объявлены, но ожидается, что стоимость Ection будет немного выше Taurus, стартовый ценник которого в Европе начинается с 39 тысяч евро. Напомним, что на домашнем рынке Южной Кореи KGM Ection уже вызвал большой интерес. Всего за первую неделю было собрано более 35 тысяч предварительных заказов. Это свидетельствует о том, что новинка нашла отклик у покупателей. Цены на новый кроссовер в Южной Корее начинаются от $25 тысяч, а покупка топового исполнения обойдется по меньшей мере почти $27 тысяч. Новый KGM Ection является важным этапом для южнокорейского бренда, стремящегося стать серьезным игроком на европейском рынке. Благодаря современному дизайну, улучшенным техническим характеристикам и просторному салону, Ection способен привлечь внимание среди больших семейных кроссоверов. Этот автомобиль демонстрирует значительный прогресс в развитии бренда, предлагая отличную оснащенность и новейшие технологии. Кроме того, конкурентная цена может стать еще одной сильной стороной кроссовера, что позволит составить достойную конкуренцию уже популярным моделям на рынке. Учитывая большой интерес к автомобилю на родном рынке в Южной Корее, будет интересно наблюдать, как он зарекомендует себя в Европе. Спасибо, что остаетесь с нами. Каждое ваше действие, просмотр, лайк или комментарий – это огромная поддержка. Вы помогаете нам становиться лучше и расти. Подписывайтесь, чтобы вместе открывать захватывающий мир автомобилей. Пусть ваши дороги всегда будут безопасными и путешествия незабываемыми. До скорой встречи в следующих выпусках на канале.